Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео я подробно расскажу, как приготовить классический заварной крем. Готовится такой крем очень просто, и его можно использовать для прослойки Наполеона, бисквитных тортов, наполнять эклеры и даже трубочки. В сотейник с толстым дном вбиваем 2 яйца. Всыпаем 130 граммов сахара и 40 граммов кукурузного крахмала. Если нету крахмала, его можно заменить на такое же количество муки. Теперь все хорошо перемешиваем венчиком, чтобы разошлись все комочки и масса стала однородной. Затем вливаю 500 граммов молока и еще раз все хорошо перемешиваю. Я знаю, что многие сначала подогревают молоко, а затем добавляют его к остальным ингредиентам. Такой способ тоже правильный. Но попробовав два варианта, я не заметила существенной разницы во вкусе и текстуре. Поэтому лично для меня удобнее и быстрее сразу добавлять холодное молоко. Ставлю сотейник на средний огонь и увариваю его до загустения. При этом постоянно помешивая венчиком либо лопаткой, чтобы ничего не пригорело. Когда крем начинает уже густеть, уменьшаю огонь и продолжаю активно помешивать. А когда появились первые признаки кипения, продолжаю мешать и провариваю его еще 1 минуту, чтобы крахмал хорошо проварился и не чувствовался в готовом креме. Затем снимаю сотейник с огня, добавляю чайную ложку ванильного сахара и хорошо перемешиваю до его растворения. Ванильный сахар я советую добавлять уже после уваривания, так его аромат будет лучше чувствоваться. В итоге должна получиться вот такая гладкая и однородная масса. Затем крем нужно остудить до комнатной температуры. Переливаю его в другую мисочку и накрываю его пищевой пленкой в контакт, чтобы он не заветрился. Также для крема нам понадобится 200 граммов сливочного масла комнатной температуры, поэтому его я заранее достаю из холодильника. Заварная основа у меня уже остыла до комнатной температуры, а сливочное масло наоборот согрелось до комнатной температуры. Масло обязательно взбиваем миксером до светлого и пышного состояния. На это уйдет примерно 4-5 минут. Кстати, сливочное масло можно заменить на такое же количество охлажденных сливок 33% жирности. Их нужно взбить до плотного состояния и постепенно добавить в заварную основу. Так тоже получается очень вкусно. После того, как масло заметно посветлело, начинаем постепенно добавлять заварную основу, примерно по 1-2 столовые ложки, и тщательно перемешиваем миксером. Долго взбивать не нужно. Как только вмешалась одна порция, добавляем следующую. Потому что если взбивать слишком долго, то крем может расслоиться. Также очень важно, чтобы и масло, и заварная основа были одинаковой комнатной температуры, иначе крем может стать жидким и исправить его будет уже очень сложно. Такой крем готовится несложно, но есть пару нюансов, которые необходимо соблюдать, и тогда у вас точно все получится. В итоге получается вот такой однородный, гладкий и очень вкусный крем. По вкусу он напоминает подтаявшее мороженое. Рецепты десертов с заварным кремом есть на моем канале. Ссылку на них оставлю в описании. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь.
Я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, и я с радостью на них отвечу. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!